Мы в эфире. Спасибо. Дорогие друзья, коллеги, разрешите вас всех поприветствовать. У нас сегодня замечательное событие. Это уже второй вебинар, который посвящен актуальным проблемам современной ревматологии, в частности, применению нового класса противоревматических препаратов, ингибиторов янус-киназ. Но я с особым удовольствием хочу представить и выразить свою радость по поводу встречи с профессором Питером Тейлором. Ну, я думаю, что Питер Тейлор не нуждается в представлениях, но я все-таки скажу, что много лет на всех международных конгрессах я с большим удовольствием слушал Питера. И я чрезвычайно рад, что сейчас все ревматологи нашей страны, все российские ревматологи будут иметь уникальную возможность увидеть его, послушать его лекцию. Я очень счастливый человек, я имел возможность позавчера посмотреть доклад, лекцию профессора Тейлора. И могу прямо сказать, что те материалы, которые будут представлены, они абсолютно уникальные. Это новые материалы. Я думаю, что такого уровня лекций, которые посвящены не только проблемам безопасности ингибиторов янус-киназы, конечно, это основное направление доклада, но и в целом и другим, мне кажется, очень важным проблемам современной ревматологии, которые будут косвенно затронуты. Это действительно будет абсолютно новое и то, что многие из нас услышат впервые. И хочу еще раз подчеркнуть, что вот эта серия мероприятий, которые мы проводим, показывается на всю нашу страну в YouTube. Все имеют возможность подключиться. Я думаю, что у нас будет очень большое количество подключений. И хочу пожелать нам всем успеха. Ну, Татьяна Валентиновна Попкова не нуждается в представлении. Я не буду затягивать время, чтобы у нас осталась возможность, чтобы у нас была возможность задать вопросы профессору Тейлору. Пожалуйста, Питер, you are welcome. И мы переходим в русский канал. Перевод будет последовательный. Well, thank you very much for such a kind and generous introduction, and my warmest greetings from England to all my friends in Russia. It's a real pleasure and honor to join you. Огромное спасибо за такое любезное, великодушное представление моим друзьям, моим коллегам в России, ревматологам. Самый искренний, теплый, замечательный привет из Англии. So I hope now, if I can share my screen, I'll be able to share the lecture with you. So if the technical people could just allow me to share the screen, Ну, а сейчас please. я выберу Share the Screen, правильно? Я обращаюсь к группе поддержки, чтобы всем было видно, что у меня на экране, спрашивает профессор. Группа поддержки Дима, Слава. Правильно ли делает профессор? Вот Share the Screen он правильно выбрал? Пока у меня на экране его лекции нет. Have you chosen the share the screen? Yes, it says that you can't share screen while the other participant is sharing. So somebody else. Там написано, кто-то еще, видимо, выбрал share the screen, а этого делать бы не надо. Вот там, потому что ответ на его экране таков, что вы не сможете. Could you please try it once again? That should work now. Thank you. Да, все теперь работает. Well, dear friends, I'm sorry about that technical problem, but now we can start. So my topic is the safety of JAK inhibitors, both benefits, risks, problems and solutions. Ну, извинившись за эту техническую проблему небольшую, я приступаю к своей лекции. Тема «Безопасность ингибиторов янус-киназы. Преимущества, риски, проблемы и решения». And here are my disclosures, which I'll just leave up for a moment. Это потенциальный конфликт интересов. А у меня на экране нет лекции, ребят. Нельзя ли мне это тоже получить? Да, у меня тоже. Ни у кого нет. And now let's think about safety considerations for all of our patients with rheumatoid arthritis, irrespective of their treatment. Ну а теперь подумаем о соображениях безопасности для всех пациентов с ревматоидным артритом, независимо от того, какой вид лечения они получают. For those of you who've been practicing a long time like me, you'll know that the physical reduction in mobility may increase infection risk and immune dysfunction of active disease. The patient's immune system is diverted towards autoimmunity, and this may increase risks of various complications.
And also there may be comorbidities of disease, for example, cardiovascular disease and lung disease and various others. Для тех из вас, кто практикует так же давно, как я, например, конечно, совершенно понятно, что ревматоидный артрит ассоциируется с целым рядом рисков безопасности, с точки зрения безопасности. Это, конечно, и физически, потому что сниженная подвижность может способствовать инфекции больше, чем в других случаях, и иммунная дисфункция при активном заболевании может также изменить уровень риска, но и наличие сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистых или, например, болезней легкого, таких как интерстициальные и так далее. And not only rheumatoid arthritis itself may predispose to risk, but the treatments that we use, all of them carry various risks. For example, for increasing the risk of infection, increasing the risk of certain malignancies or cardiovascular risks. И не только сам ревматоидный артрит связан с целым рядом разных рисков, но и терапия, которой мы пользуемся для лечения пациентов с ревматоидным артритом, тоже может приводить к более высокому риску инфекций, например, злокачественных заболеваний или сердечно-сосудистых заболеваний. And in the graph that we're looking at right now, this illustrates the problem that if you look at patients with rheumatoid arthritis in the light blue color and compare with control patients in the darker color, you can see that patients with rheumatoid arthritis are at higher risk of a variety of infections. Ну и как раз это проиллюстрировано на данной диаграмме. Здесь пациенты с ревматоидным артритом – это более светлые столбики, и пациенты без ревматоидного артрита – это темные столбики. Вы видите, какова чувствительность к инфекциям, требующая госпитализации пациентов, например. And on the right-hand side in particular, you'll also see that patients with rheumatoid arthritis are at higher risk of herpes zoster than age-matched controls. Ну, а справа в этой диаграмме вы видите, соответственно, что пациенты с ревматоидным артритом подвержены более высокому риску герпес-зостер, чем пациенты без ревматоидного артрита. Now, when we look at the evidence base for risk in rheumatoid arthritis, there are various types of data that we can interrogate. One of these is randomized controlled trials, and this gives you the most detailed information. The second type of data comes from national registries, and this gives a much larger number of patients, but less detailed information. And finally, we have real-world reporting, which can give huge numbers of patients, but again, it may be lacking in detail. And therefore, we have to interpret all these bits of evidence in different ways, and we'll be discussing that as we progress. И мы как раз будем все это обсуждать, но при оценке безопасности при ревматоидном артрите можно использовать несколько источников данных в отношении безопасности. Это могут быть рандомизированные с контролем исследования, либо это может быть регистры, видимо, у меня закрыта эта часть слайда, регистры. И кроме того, конечно, клиническая практика предоставляет нам массу информации и отчетов по поводу нежелательных явлений и так далее. Все это имеет свои плюсы и минусы. Может быть очень подробный при рандомизированных клинических исследованиях, очень обоснованные. Затем, что касается регистра, огромные данные, их много очень, но, может быть, они не такие подробные. А опять-таки, конечно, информация из реальной клинической практики, она просто огромна. И то есть у каждого варианта вот этого источника данных есть свои плюсы и минусы. Мы все это будем обсуждать очень подробно в моей лекции. So let's start off now looking at an overview of the safety data for tofacitinib in rheumatoid arthritis, and we'll start with evidence from clinical trials. Ну и начнем теперь обзор данных по безопасности при ревматоидном артрите тофацитиниба. И сначала посмотрим, какие же есть данные из клинических исследований на этот счет. So here we're looking at a chart of the latest data, and this is treatment emergent adverse events over 9.5 years of clinical trial data with tofacitinib.
Вот это самые последние данные. Это, вообще говоря, нежелательные явления, связанные вообще с терапией по всем причинам. 9,5 лет. Вот за какое время накоплены эти данные. Тофоцетиниб при ревматоидном артрите. And you'll see that I've highlighted in red one particular row, and this is discontinuations due to adverse events. You can see there's the 5 milligram twice daily dose on the left, and in the middle, the 10 milligram twice daily dose. And the important point here is that most patients continue on tofacitinib, and only a minority have to discontinue because of adverse events. В этой таблице я выделил красным самая главная информация– это прекращение терапии по причине нежелательных явлений. И вы видите колонки тофоцетиниб в дозе 5 мг 2 раза в день и следующий тофоцетиниб 10 мг 2 раза в день. И, соответственно, здесь самое главное то, что, в общем, незначительно, не очень большое количество пациентов вынуждены прекращать терапию по причине нежелательных явлений. Вы видите при этих дозировках количество таких пациентов. And now this looks like a complicated chart, but I'm going to highlight some issues. So again, this shows no placebo control. It's just the tofacitinib exposed patients, and it's listing various complications, but you'll see in red now that I'm going to highlight one area. And this is herpes zoster. So one thing that emerged in the early days of JAK inhibition is that patients were more likely to get recurrence of herpes zoster on JAK inhibitors than on other drugs. Ну, а это, может быть, немножко перегруженная таблица, но я обращу ваше внимание на конкретную строчку, которая имеет отношение к герпес зостер. Здесь, опять-таки, нет группы плацебо, как вы видите, только разные дозировки тофоцетиниба. И почему именно герпес зостер? Потому что в самом начале исследований с ингибиторами янус-киназы обратили внимание на то, что были такие несколько более частые проявления именно с этим видом нежелательных явлений герпес зостер. Поэтому особенное внимание в исследованиях обращали, в частности, и на это положение. Now, if we look at now the placebo-controlled period, and this is important because we can compare the placebo, which is usually methotrexate alone, with the tofacitinib at the 5 milligram twice daily dose. And on the left-hand side, we're looking at biologic-naive patients, and on the right-hand side, we're looking at biologic-exposed patients. You can see that the risk of serious infection is slightly higher with tofacitinib than it is with placebo, but even so, it's quite low, so it's 2 to 3 per 100 patient years. And if you look at herpes zoster in the second row, you can see that the risk of zoster is about double in the biologic naive population of that of placebo. And you can see it's rather higher in the biologic exposed patients. But there were no cases of tuberculosis in the placebo-controlled period. Ну, а в этой табличке я показываю как раз сравнение количества инфекций, в данном случае сравнение с плацебо. И вы видите, здесь показано число новых случаев инфекции, представляющих специальный интерес. И дальше колонки пациенты, которые не получали терапии биологическими БПВП. И следующее – это пациенты, которые получали неадекватный, недостаточный, неполный ответ на биологические БПВП. Очень часто такие сравнения проводятся с метотрексатом. И, соответственно, те критерии или показатели безопасности, которые исследовались. Первая строчка – это серьезные инфекции, вторая – герпес зостер от умеренного до тяжелого и туберкулез. Туберкулеза не было ни в одном случае, прошу обратить внимание. Серьезные инфекции, соответственно, различались. Вы видите, что по этим колонкам, как именно они различались. И то же самое касается герпес зостер. Здесь у тех, которые которые получали терапию биологическими препаратами, но ответ был недостаточным, у них вот настолько повышается возможность такой инфекции. And now, if we look beyond the placebo-controlled period, where all the patients were exposed to tofacitinib, you can see the incident rates
of infections of special interest, particularly herpes zoster and tuberculosis. And you'll note that there were some rare cases of tuberculosis, but it's very uncommon. Herpes zoster, it's about 3 to 4 times increase, 3 to 4 per 100 patient years. And for serious infections, it's between 2.5 to 3 per 100 patient years over 8 to 9 years of exposure. Ну, а здесь мы показываем, соответственно, данные, опять-таки, инфекции, представляющие количество новых случаев инфекции, представляющих специальный интерес. Это на период до 8,5 лет наблюдений. И обратите внимание, здесь, в нижней строке туберкулеза были все-таки редкие случаи туберкулеза, но действительно очень мало и очень редкие. Теперь, что касается в отношении герпес зостера, то мы видим здесь, в общем-то, в 3-4 раза даже, может быть, больше на 100 пациента лет. Обратите внимание, какое количество таких инфекций наблюдалось на этом периоде 8,5 лет. Now, we'll go through quite quickly through some other data, but here we're looking at non-melanoma skin cancer incidence. And if you look at the cumulative incidence over time, going up to 5 years or so, there is no increase in non-melanoma skin cancer with increasing exposure to drug. Ну, а здесь я показываю данные по раку кожи, исключая меланому, не меланомному раку кожи. Общее количество, кумулятивное количество случаев, видите, здесь за пределами 5 лет практически нет повышения, как вы можете следить по этой диаграмме. And similarly, if we look at other malignancies, excluding non-melanoma squamous cell carcinoma, we can see that the incidence is very much what you would expect. In terms of 100 patient years, the background rate would be about 1 per 100 patient years. And here you can see that there is no increase in incidence over time, up to 5 years of exposure. Ну, а здесь, когда мы будем говорить о других видах злокачественных опухолей, не меланомных и плоскоклеточных, то, соответственно, мы видим, что здесь в итоге 1 случай на 100 пациента лет и нет повышения в пределах указанного периода лечения, 5 лет, нет тенденции к повышению этого числа. And now if we look at another important adverse event, and this is myocardial adverse events, it's actually very low. Now, it's interesting because it might be slightly lower than you would expect in the untreated rheumatoid population, and there isn't a signal for any increased incidence over time with exposure up to 5 years. Ну, а это еще один параметр, который очень важен, это серьезные нежелательные сердечно-сосудистые явления и при терапии тофоцетинибом. И надо сказать, что здесь нет никаких тревожащих сведений, как вы можете наблюдать в течение периода, 5 лет получения терапии, и это очень последовательно повторяется в течение всего этого времени. So now let's move away from clinical trial data and look at real-world evidence for tofacitinib. Ну, а теперь мы уходим от этих данных, которые только что были показаны в этих исследованиях. А каковы же данные из реальной клинической практики? Что они нам говорят? Now, tofacitinib was approved in the United States long before it was approved in Europe, and so they have a large experience of use of tofacitinib. В Соединенных Штатах Америки тофоцетиниб был одобрен раньше, чем в Европе, поэтому в Америке гораздо больший опыт использования тофоцетиниба. I'm sorry, Professor. No, that's all right. And this is, in fact, a forest plot looking at data from the Corona Registry. Регистр Корона здесь иллюстрируется вот этой диаграммой, Forest Plot, пожалуйста, посмотрите. And here we see a comparison of biologic DMARDs and tofacitinib. Биологические БПВП сравниваются с тофоцетинибом. Посмотрите, пожалуйста. And you can see that with respect to cardiac events or infectious events, they have a very similar risk. But with respect to herpes zoster, there's a statistically significant increased risk, as we would expect with the JAK inhibitor.
Ну, надо сказать, в отношении кардиологического риска, в отношении инфекционного риска, вы видите, что нет большого различия между этими двумя группами. Но в отношении герпес-зостер, как и следовало ожидать, и мы говорили уже об этом, риск несколько более высок. So now let's try and understand, when we've seen that there are some risks, but the risks seem to be low, how does that contextualize when we look at the risks of conventional synthetic DMARDs and biologic DMARDs according to age? And what is the evidence from real-world data about differences in age? Но теперь мы посмотрели, что да, есть некоторые риски, где-то меньше, где-то больше. И теперь мы попробуем посмотреть это все в рамках уже клинической практики и посмотрим риск возникновения инфекций и различия между использованием, например, традиционных БПВП и биологических БПВП при ревматоидном артрите. В данном случае будем смотреть также на различия проявлений в разных возрастных группах до 65 лет и после. Now, this looks quite complicated, but in fact, it's very simple. So this is a database from North America. So this is an observational prospective study, and patients who were included had just completed questionnaires, and they'd been on treatment with either biologics or conventional synthetic DMARDs. Ну, вот этот слайд кажется вам очень, наверное, таким каким-то перегруженным. На самом деле он очень простой. Это риск серьезных инфекций у пациентов с ревматоидным артритом. Дизайн исследования и методы. Пациенты, вот это исследование включалось обсервационное, это было исследование многолетнее, проспективное, на основе базы данных или банка данных национального по ревматическим заболеваниям. И включались пациенты с ревматоидным артритом, которые заполнили, по крайней мере, 2 полугодовых анкеты и начали принимать курс либо биологических БПВП, и не обязательно это ингибиторы ФНО или не ингибиторы ФНО, и традиционные БПВП в течение периода с января 2001 года до декабря 2016. Now, the idea here was to capture data about serious infections, and I just want to highlight in this chart that if you look at the baseline demographics, these were people in their 50s to 60s, they were predominantly female, and they'd had rheumatoid arthritis for many years. Ну, а здесь риск серьезных инфекций, информация по поводу пациентов, всей нашей вот этой популяции. В основном, вы видите, это люди 50-60 лет, это внизу на слайде написано. В основном это женщины, и в основном это те лица, у которых диагноз ревматоидного артрита поставлен был уже некоторое количество лет назад. And it's important to note that a large percentage were on background steroids, with a higher proportion of patients who were on biologics, either non-anti-TNFs or TNF inhibitors. A higher proportion, over 2/3 or round about 2/3, were on background steroids. Ну и вот надо отметить, что примерно 2/3 при этом получали такую фоновую терапию стероидами. Ну и тут также показано количество пациентов, которые в основном получали биологические БПВП, и вот эти характеристики важны. And here's the take-home message from this study, that in fact, if you look at the risk of infection, essentially it increases with age. So if you take the younger population of less than 50 years of age as the reference, you can see that if you're between 50 and 64, your infection risk increases. And if you're over 65, your infection risk increases further. Ну и самая главная мысль вот из этих нескольких слайдов, что с увеличением возраста увеличивается и риск серьезной инфекции при ревматоидном артрите. И здесь вы видите возраст до 50 как некое исходное значение, а затем возрастная группа от 50 до 64, и риск инфекции здесь уже увеличивается. Ну а старше 65 лет он увеличивается еще более. So now, if we look at evidence from clinical trials, we can ask the same question. Is there any difference in infectious risk for tofacitinib for patients who are less than 65 years of age and over 65 years of age?
Тот же вопрос мы теперь можем задать и попытаться ответить на него на основании клинических исследований. Что происходит с безопасностью при ревматоидном артрите тофоцитиниба с этой точки зрения в возрастных группах до 65 и после? So this is a study that looked at tofacitinib at both the 5 milligram and 10 milligram twice daily doses in comparison with placebo, and it looked at the patients who were stratified according to their age, less than 65 or more than 65, across 5 phase 3 trials. Ну, в данном случае использовались эффективность и безопасность, рассматривались тофоцитиниба, и дозировки используемы 5 миллиграммов и 10 миллиграммов 2 раза в день. И это, соответственно, у лиц старше 65 лет и у пациентов моложе 65 лет, пациенты с ревматоидным артритом. И данные исследований, как вы видите, тут на проведенных этих исследований были проанализированы. And so the outcomes that were measured in this study were for efficacy in terms of ACR responses and for safety in terms of serious infections and discontinuations of treatment. В результате этого исследования исходы по эффективности и безопасности были определены. По эффективности в соответствии с АКР 20, 50 и 70 на третий месяц, и по безопасности, по серьезным нежелательным явлениям и необходимости прекратить терапию из-за них. And here's the data. So on the left-hand side, we're looking at serious adverse events, and on the right-hand side, specifically at serious infections. And in each case, you can see that the patients who are over 65 years of age have a slightly increased risk of the adverse event as compared to the younger patients. Ну и, соответственно, эти данные здесь приведены для пациентов моложе 65 и старше 65 лет. И слева это серьезные нежелательные явления, а справа это серьезные инфекции. И вы видите, и в том, и в другом случае для лиц старше 65 лет риск выше. And what you'll note is that this is true for both the doses of tofacitinib. In the light blue, we have the 5 milligram twice daily dose. In the darker blue, we have the 10 milligram twice daily dose. But with respect to adverse events, even for placebo, you have a higher risk if you are over 65. Причем это справедливо в отношении дозировки 5 миллиграммов и дозы 10 миллиграммов, и даже в случае плацебо все равно лица старше 65 лет подвергаются более высокому риску. So now let's look at the very latest evidence from clinical trials and ask the question again, is there a difference in safety between the patients who are less than 65 years of age and over 65 years of age? Теперь самые последние данные из клинических исследований, как они ответят на вопрос по поводу того, каков риск и увеличивается ли он с возрастом. And this was a post hoc analysis of several phase 2, phase 3 and phase 3B/4 trials, where there's also a comparison with adalimumab. Ну что ж, а это анализ пост-хок, как раз данные по месяцам от 0 до 12, собранные из исследования P2. Это первые 2 недели рандомизированных группы параллельные лечения P3 и P3B4, вот этих исследований, которые были... Здесь, кстати, была включена также группа с препаратом сравнения adalimumab. And this is data that was presented at EULAR just a few weeks ago. And on the left-hand side, you can see the 2 doses of tofacitinib compared with adalimumab and placebo. And then in the middle, you can see the younger patients who are less than 65. And on the right-hand side, you can see the older patients who were more than 65 years of age. Эти данные недавно были представлены на EULAR, и слева вы видите тофоцитиниб в 2 дозировках, затем adalimumab и плацебо. И также показаны данные для лиц моложе 65 лет и старше 65 лет.
And the take-home message here is that there is a trend towards an increased incidence of serious infectious events in the older patients, and that this is more marked for the high dose of tofacitinib, 10 milligrams twice daily, than the low dose. Ну и основная мысль всех этих вот этих последних слайдов сводится к тому, что более высокий риск серьезных инфекционных событий по результатам всех этих исследований существует для лиц старшего возраста, старше 65 лет, и для более высокой дозы тофацетиниба 10 миллиграммов 2 раза в день. And now if we look at it in terms of hazard ratios, you can see two populations here. At the top, you can see the younger patients, and at the bottom, the older patients. And there's a comparison between tofacitinib and a comparator. Ну, а здесь, соответственно, мы показываем отношение рисков серьезных инфекционных событий. И в двух таких больших подразделениях это группа моложе 65, сверху 3 строчки, и нижние 3 строчки это для лиц старше 65 лет. И тофацетиниб сравнивается в разных дозировках и с препаратами сравнения, адалимумаб в частности. And what I have just highlighted in red shows that for the lower age group, there's really no difference between tofacitinib at either dose, where the doses are compared or compared to adalimumab. But for the over 65s, the high dose of tofacitinib has a trend towards an increased risk of serious infectious events compared to adalimumab. Ну и здесь можно сразу сказать, что для пациентов, для лиц старше 65 лет мы здесь наблюдаем некоторый тренд к тому, чтобы несколько увеличивалось отношение рисков, количество, то есть серьезных инфекционных событий по сравнению с аделимумабом, чем в группе моложе 65 лет такого не наблюдается. So now let's contextualize in real world data. So we've seen the evidence for tofacitinib, but how does that compare with other conventional synthetic DMARDs and biologic DMARDs? Ну, а теперь посмотрим, каким образом вопросы безопасности, связанные с назначением тофацетиниба, как это выглядит, если мы посмотрим на это в сравнении с традиционными БПВП и биологическими БПВП при ревматоидном артрите. So this is a study which looked at databases from insurance companies in the United States and compared patients with different ages and different drug treatments, including tofacitinib, to see whether there were differences in infection rates. Ну, а это исследование было проведено на основании данных, полученных из больших банков данных разных страховых компаний, компаний медицинского страхования и программ, таких как Medicare, Optum и MarketScan, на основании этих баз данных. И здесь и тофацетиниб сравнивается с другими также препаратами, которые используются для лечения ревматоидного артрита с точки зрения серьезных инфекций, которые могут иметь место. And essentially, by analyzing the data from these three claims databases, they looked at several different groups of drugs: tofacitinib, and then abatacept, and tocilizumab, and anti-TNFs. But rituximab was not included because of its very long half-life. Ну и вот эти базы данных использовались для сравнения, и были выбраны такие группы препаратов: тофацетинип, абатацепт, адалимумаб, сертолизумаб и все те, которые перечислены, это этанерцепт, голимумаб, инфликсимаб или тоцилизумаб для сравнения. And just to point out that any patients who are at very high risk of infections, for example, those in nursing homes or with malignancy or HIV, were excluded from this analysis. Ну и надо, правда, с самого начала сказать, что пациенты особенно высокого риска из-за своего окружения, скажем, например, в домах по уходу за пожилыми или, скажем, пациенты со злокачественными заболеваниями, с ВИЧ, СПИДом и так далее, вот эти пациенты были исключены из данного сравнения.
And here's the data. So on the left-hand side, you're looking at the cumulative incidence of infections, serious infections, with each of the different drugs. And if you look carefully at tofacitinib, which is the light green solid line, you can see it's right in the middle. И обратите внимание, кумулятивное количество заболеваемости, количество новых случаев для всех этих 8, видите, препаратов. Зеленой линией показан тофацетиниб. Видите, он ровно посередине всех этих кривых. And if we look at the forest plot on the right-hand side and compare the risk with tofacitinib versus any comparator biologic DMARD, the only drug that stands out as being very different is etanercept, which has a lower risk. Ну а теперь, если мы сравним на другой диаграмме в виде forest plot, то мы видим, что только, пожалуй, для этанерцепта показан несколько более низкий риск. And now, if we look at split the patients into those who are younger than 65 on the left-hand side, and on the right-hand side, we're looking at the patients who are over 65 years of age. Again, we can see that tofacitinib is very comparable with the other drugs, but in fact, infliximab and tocilizumab have a higher risk than tofacitinib when we look at the younger age group. Ну, а теперь, если мы разделим всю нашу популяцию на моложе 65 слева и на старше 65 справа, то мы увидим, что препарат выглядит, никак не отличается ни от каких других, кроме как вот я выделил здесь инфликсимаб и тоцилизумаб. And on the right-hand side, for the more elderly patients, etanercept has a lower risk of serious infection than tofacitinib. А для пациентов старше 65 лет, видите, для этанерцепта ситуация отличается от таковой для тофацетиниба в сторону более низкого риска. And paradoxically, in the elderly population, tocilizumab seemed to have a lower risk. And I think that just illustrates how we must be very careful in how we interpret these type of data. Парадоксально представляется, что здесь вот тоцилизумаб показан как обладающий более низким риском, но это мне в группе более пожилых пациентов, но мне кажется, это лишь еще одно напоминание о том, как осторожно мы должны интерпретировать данные, которые получаем. So now let's move away from tofacitinib and compare baricitinib and look at the evidence from clinical trials. Ну а теперь отвлечемся от тофацетиниба и посмотрим на данные для барицитиниба. Что нам показывают клинические исследования? So with baricitinib, there are 2 doses approved in Europe, 4 milligrams once a day and 2 milligrams once a day. And in the clinical trials, the data has been divided into the placebo control period or the extended baricitinib period where 2 milligram doses can be compared with 4. And then on the right-hand side, a set of data that includes all the pooled baricitinib doses. Ну, здесь разные анализируемые множества, как вы видите. Вот определение этого комплексного анализа безопасности. У барицитиниба было 2 дозы одобрено, 2,4 миллиграмма. И в группе вот продолженной с контролем плацебо до 24 недели. Все эти подмножества и множества мы анализируем и показаны на этом слайде. So now let's look at this data set. It's a very large data set. Over 3,700 patients received baricitinib, and this was for a total exposure of over 10,000 patient years. Ну, теперь все эти подмножества, то есть это вот множество анализируем, оно огромное, как вы видите, это 3770, это составляет 10127, это пациента лет воздействия препарата, использования препарата. So if we look at the safety summary, again, this is a complicated chart, but I just want to highlight some features for you. So right at the top, if you look at serious adverse events in the red, you can see that actually they're very comparable between placebo and baricitinib. Ну, а теперь посмотрите, я для вас, это перегруженный слайд, поэтому я для вас выделил красным серьезные нежелательные явления, включая летальный исход. И это вот общий итог по безопасности, сравнение 2 дозировок барицитиниба и плацебо. And now if you look at the next line, the row that I'm highlighting, once again, you can see that there
is a signal for herpes zoster, but for serious infections, there's not really much difference between the serious infections from placebo and baricitinib. But if you look in the line below, you can see that there's a signal for herpes zoster, just the same as we saw with tofacitinib. Но что касается серьезных инфекций, практически особых различий нет между плацебо и группой барицитиниба, но если на строчку ниже посмотреть герпес зостер, и мы об этом уже говорили, тут, конечно, мы видим большое различие между группой плацебо и группой терапии. So trying to understand this now, you can see that if you look at these different analysis sets, overall, the incident rate of serious infection is somewhere between 3 to 4 per 100 patient years, which is very similar to what we see in the registry data for biologics. Ну что ж, если теперь посмотреть в целом на все эти данные, можно сказать, что риск серьезных инфекций – это 3-4 на 100 пациента лет. То есть это, в общем-то, очень похоже на то, что в регистрационных данных говорится для биологических БПВП. And if we look over time at increasing exposure to baricitinib, there doesn't seem to be any trend to increasing incident rates of infection. А теперь посмотрим со временем, что происходит. Похоже, что при удлинении времени применения барицитиниба мы не видим аналогичного увеличения риска инфекций серьезных. And now if we look at the herpes zoster rates, we can see that herpes zoster is more common with baricitinib than it is with placebo, but it is very similar between the two doses, although there's a trend to a higher rate of zoster with the higher dose of baricitinib. Ну, что касается герпеса зостер, то по сравнению с плацебо герпес зостер в группах лечения выше, однако, что касается различия между двумя дозировками, в общем-то, мы наблюдаем здесь несколько более повышенный при более высокой дозировке риск герпес зостер. And again, if we ask the question, is there an increased risk the longer you've been exposed to baricitinib? The answer is no with respect to herpes zoster risk. И опять отвечаем отрицательно на вопрос, увеличивается ли риск герпес зостер с удлинением периода терапии барицитинибом. Ответ нет. Now, here is an important point for all of us as physicians, because if you look at the region of the world where the patients were recruited, what we've learned is that our friends in the East, particularly in Japan and Korea, have a higher risk of herpes zoster than those of us who live in Western Europe or North America. And I think Russia's very similar to Western Europe. And so if you have any patients from Japan or Korea, you may see that they are at increased risk of herpes zoster with any JAK inhibitor. Ну и надо сказать, это очень важная информация для всех нас, кто практически занимается больными, лечит их, что герпес зостер в зависимости от региона, в общем, надо рассматривать это обязательно, откуда именно пациенты, потому что, скажем, на Востоке, в Японии, Корее выше эта цифра, немножко более высокий риск возникновения герпес зостера, в отличие от Западной Европы, скажем, и так далее. Но поэтому, если у вас есть пациенты из Японии, Кореи, имейте это в виду. Что касается России, мне кажется, ситуация как в Западной Европе, то есть аналогично Западной Европе в отношении герпес зостера. Now, with respect to myocardial events, here you can see data that's very similar to tofacitinib. There's a low overall rate. It's probably a little bit less than we might expect, about 0.5 per 100 patient years, and there's no increased risk with cumulative exposure to baricitinib. А что касается сердечно-сосудистого риска и основных нежелательных сердечно-сосудистых явлений, то здесь нет увеличения с удлинением использования препарата. И, может быть, даже цифры немножко меньше, чем мы могли бы ожидать в этом отношении. Здесь, вот видите, цифра указана 0,5 на 100 пациента лет. Ну, вот такие цифры. And looking at malignancy, again, the data is very similar to tofacitinib, that the rates per 100 patient years are about 0.4. It's not different from placebo.
Ну, а что касается злокачественных заболеваний, ситуация очень похожая на ту, которую мы видели при обсуждении тофацетиниба. Здесь 0,4 на 100 пациентов лет. However, in the longer term periods, you can see that the rates are a little bit higher. It's about 0.8 overall for baricitinib, and this is less than the expected background rate. Ну, а что касается, правда, удлинения периода использования препарата, здесь есть некоторые проявления в сторону увеличения 0,8. Now, if we look at malignancy over time with cumulative exposure, again, there isn't a signal for an increased risk with long-term exposure to baricitinib. Ну, а здесь, когда мы смотрим, как это во времени изменяется, мы говорим про злокачественные заболевания, исключая немеланомный рак кожи, то вот эти все анализируемые множества для барицитиниба по ревматоидному артриту показывают, что риск не увеличивается со временем. And if we look at non-melanoma skin cancer over time, again, the data doesn't show an increased risk with cumulative exposure. То же самое касается немеланомного рака кожи. Со временем риск не увеличивается. So how do we make sense of this data in comparison with the other drugs that we use in the clinic? Как теперь все эти данные, которые вот есть, сравнить на основании этих данных с другими препаратами, препараты, которые мы сейчас обсуждаем, ингибиторы и JAK, с другими препаратами, которыми мы пользуемся для лечения пациентов? And here's the data for herpes zoster. So you can see the risk for herpes zoster with baricitinib in the red is very similar to that of other rheumatoid therapies. It's a bit less, in fact, with certain therapies than others. So anti-TNFs, it's a little bit less than it is with JAK1/2 inhibition, and with tocilizumab, it's a bit the same. Ну и вы видите, для герпес зостер, в частности, очень похоже на то, что мы видим при лечении другими препаратами, биологическими БПВП, например. И даже есть некоторые изменения в сравнении с другими препаратами, но все они вот как показано на этой диаграмме. And if we look at serious infections, you can see the baricitinib on the left, and you can see the comparator drugs on the right. And again, it's a very similar rate of infection between these different agents. Что касается серьезных инфекций, то барицитинип – это слева красненький, а справа – это препарат сравнения, и ситуация опять выглядит очень похожей, очень ровной. And very similarly also for myocardial events and for malignancy. То же самое касается и основных сердечно-сосудистых нежелательных проявлений и злокачественных заболеваний. So now, finally, let's move to the latest and newest JAK inhibitor, which is upadacitinib, and look at the evidence from clinical trials. Ну а теперь посмотрим на самый новый, самый последний ингибитор JAK упадоцитинип и посмотрим, что тут с данными по безопасности при использовании для лечения ревматоидного артрита. And this is just to point out that there was a very large phase 3 program with upadacitinib, and in some cases there was a comparator drug of methotrexate. In other cases, there was a comparison to adalimumab, and some of the patients have been exposed to biologics previously, and some just to conventional synthetic DMARDs. Ну и было очень большое исследование, которое было проведено, были проведены большие исследования фазы 3, такие долгосрочные, очень-очень важные, и рассматривались вопросы безопасности. И здесь, соответственно, показаны все основные характеристики этих исследований. В основном использовались препараты сравнения, например, метотрексат и также адалимумаб. И, кроме того, еще и был период в ходе этих исследований, когда проводился контроль с помощью плацебо. И все пациенты получали упадоцитинип в дозировке 15 мг, независимо от комбинации с традиционными БПВП или монотерапией.
And now here, if we compare a summary of adverse events across the trials, you can see that once again, I'm going to highlight that if you look at any serious adverse event, it's a little bit higher with upadacitinib versus placebo, but very similar between adalimumab and upadacitinib. Ну а теперь посмотрим, каков же профиль безопасности упада цитиниба во всех этих исследованиях фазы 3. Вот первая строчка, я ее для вас выделил, это любое серьезное нежелательное явление. И цифры, соответственно, показаны вот для плацебо, в сравнении с плацебо, с метотрексатом и с адалимумабом. And now if we look at herpes zoster, once again, you can see that there's a higher rate of herpes zoster with upadacitinib versus either placebo or adalimumab. Ну и надо сказать, и по герпес-зостеру также для упада цитиниба цифры несколько более высокие, чем для адалимумаба, например. Now, a nice way to look at data for JAK inhibitors is to look at the benefits, the relative benefit compared to a comparator anti-TNF, and that's what we're looking at the top. And you can see that upadacitinib gives better outcomes in terms of disease improvement than upadacitinib. But at the bottom, we're looking at comparison of risks, and you can see that overall the risks are almost the same between adalimumab and upadacitinib, but with a trend to an increase in herpes zoster risk for Ну, upadacitinib. также очень хорошо здесь посмотреть на все эти данные с точки зрения преимущества и риска, пользы и риска. И вот в исследованиях такая возможность нам предоставлена, если посмотреть все результаты этих исследований. И упадоцитиниб в дозировке 15 мг здесь плюс метотрексат сравнивался с адалимумабом 40 мг плюс метотрексат. И данные перед вами, и в основном, особенно касаясь герпес-зостер, конечно, некоторые более повышенные цифры для упадоцитиниба показаны. And looking now at serious infections on the left and opportunistic infections on the right, you can see that in terms of serious infections, there's not much difference between adalimumab and upadacitinib, but they both have a trend to a higher rate of adverse events than with methotrexate. Ну и что касается серьезных инфекций и оппортунистических инфекций, серьезные слева, оппортунистические справа, то мы можем сказать, что количество серьезных и оппортунистических похожее во всех группах терапии, но большинство оппортунистических инфекций вот были не очень тяжелыми. И сравнение здесь проводится с группой монотерапии метотрексатом и адалимумаб. И сравнительно результаты похожие, как вы видите. Последней колонки у меня не видно. And looking now at herpes zoster, this is something that stands out across the JAK inhibitor class. You can see that the rate of herpes zoster infection is higher with the JAK inhibitor upadacitinib than it is with adalimumab or methotrexate monotherapy. Что касается герпес-зостера, вы видите, мы всегда и специально обращаем на это особенное внимание. То в группе упадоцитиниба, то есть в группе ингибитора JAK, эта цифра, этот риск несколько выше, чем в группе монотерапия метотрексатом или в группе, где терапия адалимумабом проводится. And looking now at malignancy, you can see that overall there doesn't appear to be a difference between upadacitinib, adalimumab together with methotrexate or methotrexate monotherapy. Но что касается злокачественных заболеваний, то здесь мы можем сказать, что, в общем-то, примерно такой же, как и у пациентов, которые получали дозу 15 мг упадоцитинибом, в сравнении с адалимумабом и метотрексатом не увеличивается число злокачественных заболеваний. And if we look at another way of reporting events, and this is on the SMPC, you can see that the commonest events are non-serious infections, particularly upper respiratory tract infections. And in fact, herpes zoster is a relatively uncommon event. Ну что ж, и на самом деле, если иначе посмотреть на все эти данные, нежелательные проявления, о которых получали сообщения, вот, когда речь идет об упадоцитинибе, то герпес зостер относится к нечастым
явлением, нечастым проявлением, нечастым событием. И во всем остальном такое впечатление, что никаких особенных отличий нет. So now we come on to the issue of VTE, and I'm just going to summarize this because I know you're going to hear a detailed talk from our cardiology colleagues. But what really is the evidence? Ну что ж, а теперь мы будем говорить о венозной тромбоэмболии. Конечно, я не буду говорить во всех подробностях, потому что я знаю, что после меня будет выступать эксперт по вопросам сердечно-сосудистых осложнений. So the first point is that we've known for a long time that patients with rheumatoid arthritis are at a higher risk of VTE than patients who don't have rheumatoid arthritis. Но мы давно, конечно, знаем о том, что пациенты с ревматоидным артритом имеют повышенный риск развития венозной тромбоэмболии, чем пациенты, не имеющие ревматоидного артрита. And in fact, the risk if you have rheumatoid, irrespective of treatment, is about 2 to 3 times higher than it is for people who don't have rheumatoid arthritis. Даже независимо от вида терапии, если у пациента есть диагноз ревматоидного артрита, то риск его развития у него венозной тромбоэмболии в 2-3 раза превышает таковой пациента без ревматоидного артрита. And if we look at a whole range of reports over many years, you can see the range of reported incident rates for VTE is on the left, for pulmonary embolus in the middle, and deep vein thrombosis on the right. And in fact, the reported occurrence of VTE with JAK inhibitors comes very much within these ranges of expected events. Ну и посмотрите, пожалуйста, в опубликованных данных обсервационных исследований число случаев венозной тромбоэмболии, включая тромбоз глубоких вен, легочную эмболию. Здесь вот все представлены случаи слева направо. Венозная тромбоэмболия, вначале затем легочная эмболия, а затем тромбоз глубоких вен. И можно сказать, что, в общем-то, на терапии ингибиторами янус-киназы не увеличивается риск возникновения этих осложнений, и он не становится таким, каким можно было бы, казалось, бояться, что он будет. На самом деле этого не происходит. So here's the data for baricitinib, and this began the controversy about VTE with JAK inhibitors, because in the placebo-controlled study, where 4 milligrams was compared to placebo over 24 weeks, there was a difference in rate of VTE. Ну что ж, и вот есть некоторые противоречия в отношении венозной тромбоэмболии, и здесь приводятся данные для барицитиниба в дозировке 4 миллиграмма и период терапии до 24-й недели. But when the placebo patients then went on to active baricitinib, there wasn't a signal that was repeated. And so it wasn't entirely clear whether there really is a difference between baricitinib and placebo. И вначале было показано это различие между барицитинибом и плацебо, однако в ходе дальнейшего исследования, уже в ходе активной терапии, такого увеличения не было подтверждено, и поэтому в настоящий момент это рассматривается как некоторые такие данные, которые еще предстоит как-то проверить. Ну, в общем, вот такое было противоречие. Now, if we look over time, there is no evidence of an increasing risk of DVT or pulmonary embolus over time with increasing exposure to baricitinib. Со временем, с увеличением времени лечения барицитинибом, мы не видим увеличения количества таких осложнений, как тромбоз глубоких вен и легочная эмболия. And similarly, if we now look at tofacitinib and look at the placebo-controlled period, there was no signal for tofacitinib at 5 milligrams twice daily. And if we look at the dose comparison with adalimumab, there was no signal for tofacitinib. Ну и если мы посмотрим на тофацетинип и плацебо, соответственно, то мы увидим, что количество таких новых случаев тромбоэмболических событий у пациентов на ревматоидном артрите не видим увеличения. Посмотрите, тофацетинип 5 миллиграммов 2 раза в день слева и препарат сравнения адалимумаб. В общем, мы не видим здесь увеличения количества тромбоза глубоких вен.
And if we look at real-world data from the corona registry, again, it's very reassuring because, in fact, the tofacitinib data suggested a lower rate of VTE than with biologic comparators. Ну и посмотрев данные из регистра корона, на самом деле мы получаем вообще удивительные сведения по тофацитинибу, результаты даже лучше в отношении венозной тромбоэмболии, чем, например, по другим препаратам. And looking at the rates of VTE in real-world data, now comparing tofacitinib, which is on the left-hand side of each chart, with conventional synthetic DMARDs and biologic DMARDs, it looks very similar between these different drugs. Ну а теперь посмотрим тофацитиниб в этих обеих диаграммах. Это левый крайний, а сравниваем мы здесь это с традиционными БПВП и с биологическими БПВП. И, как вы видите, результаты в пользу тофацитиниба. Now, if we look at upadacitinib, and on the left-hand side we have MACE events, and there's no difference between upadacitinib and the comparators. But again, looking at VTE, there doesn't appear to be any difference between upadacitinib, adalimumab, or methotrexate. Ну а здесь мы видим для упадоцитиниба количество таких тяжелых основных нежелательных сердечно-сосудистых осложнений МЕЙС и венозной тромбоэмболия. МЕЙС слева, а венозная тромбоэмболия справа. И в сравнении с монотерапией метотрексатом и адалимумабом плюс метотрексатом. Сравнение показывает, что упадоцитиниб показывает хорошие результаты. Now we'll just briefly look at blood parameters, and if you look at what I'm going to highlight first at the bottom of the chart. Ну а теперь посмотрим параметры крови. И я выделил вот этот квадратик внизу. You can see that all the JAK inhibitors I've been talking about, tofacitinib, baricitinib, and upadacitinib, all have effects where they may cause liver enzyme rises, and they may cause rises in cholesterol. Ну, вот мы уже говорили, и все ингибиторы янус-киназа, о которых я говорил, тофацитиниб, барицитиниб, упадоцитиниб, они все могут приводить к повышению уровня трансаминаз печени, креатинин-киназы, и ЛДЛ, и липопротеида высокой плотности, низкой плотности, и креатинина. And now, if you look at baricitinib and upadacitinib, although on average hemoglobin doesn't go down, some patients experience a reduction in hemoglobin because both drugs can inhibit JAK2. Ну что ж, а что касается сравнения барицитиниба и упадоцитиниба, мы видим, что в основном гемоглобин, он остается в норме, но мы видим, что вот ингибитор JAK2, янус-киназы 2, барицитиниб, он показывает снижение уровня гемоглобина. But if you now look at tofacitinib, it's much more unusual for hemoglobin to go down. Но в отношении тофацитиниба, в общем-то, было бы необычно ожидать, что уровень гемоглобина будет снижаться. So when we think about measuring and monitoring JAK inhib progress in terms of laboratory tests, if a patient has a neutrophil count below 1,000, then we should temporarily stop treatment. Or if the lymphocyte count is below 500, then again we would stop treatment for a while. And similarly, if the hemoglobin is very low, let's say less than 8 grams per deciliter, then again you would stop the JAK inhibitor for a time. Ну а лабораторные данные, как нужно проводить мониторинг при использовании ингибиторов JAK, показан в этой табличке. При абсолютном количестве нейтрофилов терапию следует прервать, если это число меньше 1000, а затем можно возобновить, как только это восстановится значение. А что касается лимфоцитов, терапию необходимо прервать, если эта величина абсолютная лимфоцитов менее 500, и затем возобновить, когда величина эта восстановится. И затем уровень гемоглобина следует прервать, если уровень гемоглобина уж совсем низкий, менее 8 граммов на децилитр. И можно опять возобновить терапию, если гемоглобин возвращается к норме. Вот такие данные. And it's recommended that you check the lipids at baseline and again 12 weeks after initiation of a JAK inhibitor. Также рекомендовано, что уровень липидов надо проверять исходно и через 12 недель.
And of course, if need be, you would treat a rise in lipids according to your local guidelines. Ну и при необходимости необходимо повышение этих липидов контролировать в соответствии с вашими рекомендациями, которыми вы обычно пользуетесь в практике. So in the last few minutes, just let's think about some things as physicians we should do to prevent safety issues when using JAK inhibitors. Ну а последние несколько минут я хотела бы посвятить обсуждению того, что мы, как врачи, можем сделать для того, чтобы предотвратить возникновение проблем с безопасностью при использовании ингибиторов янус-киназы. So in terms of serious infections, we've seen that they can occur with all JAK inhibitors, and of course they can occur with biologics as well. But we can identify patients at high risk and try and reduce the risk. And so Ну, the patients who are at the higher risk are elderly, diabetic, those on steroids. And if we can reduce their steroid dose when they're on JAK inhibitors, or even stop them altogether, that will help enormously. Ну, что касается серьезных инфекций, то мы, во-первых, понятно, что ингибиторы JAK не следует начинать использовать для лечения пациентов, если у них активная серьезная инфекция, например, уже наблюдается. Нужно, во-первых, определить пациентов особенно высокого риска. Ну, это может быть или высокая активность заболевания, сниженная подвижность, предыдущие инфекции, такие как бронхоэктаз, или кортикостероиды, может быть, или пожилые пациенты, вот это все. И, соответственно, решить эти вопросы, прежде чем принимать решение относительно продолжения терапии ингибиторами JAK. И, конечно, нужно всегда соотносить пользу с риском, преимущество и риск для того, чтобы выбрать наиболее приемлемый для пациента вариант терапии. And so if a patient does develop an infection while on a JAK inhibitor, these are short half-life molecules, so you stop the JAK inhibitor temporarily until the patient recovers. Ну и общий принцип понятен. Если вдруг развивается какое-то серьезное нежелательное явление у пациента, который получает терапию ингибиторами JAK, необходимо прервать терапию, принять меры к восстановлению ситуации. Now, with respect to tuberculosis, we've seen that although cases have been described with JAK inhibitors, they are uncommon and less common than with anti-TNFs. But nonetheless, we should screen our patients for TB before starting a JAK inhibitor, just as we would with an anti-TNF. And we shouldn't give JAK inhibitors to patients with active TB. Ну, что касается туберкулеза, хоть и это редкое событие, но понимаем, что эта проблема и существует, и ее надо иметь в виду. Ингибиторы JAK не следует начинать терапию этими ингибиторами JAK у пациента в активной, опять-таки, при активной серьезной инфекции. Как мы уже говорили, определить нужно профиль пациента, уровень риска пациента, профиль риска. То есть, например, в анамнезе туберкулез или обстановка, в которой пациент находится, очень способствует тому, что риск туберкулеза высок. И, конечно, нужно обязательно проводить скрининг на туберкулез до того, как начинать терапию ингибиторами янус-киназы. Ну, с активным туберкулезом не следует давать. And in terms of viral reactivation, we've seen that all the JAK inhibitors we've discussed are associated with increased risk of herpes zoster, but that's usually mild and it's usually single dermatome. Но что касается вирусной реактивации, вакцинации, понятно, мы должны всегда об этом думать, и мы уже говорили, и мы уже знаем, что есть некоторая проблема более высокого риска возникновения герпес-зостер. Об этом были сообщения, но мы также знаем, как правило, это легкая форма, как правило, это одна дерматома. For the most at-risk patients, particularly elderly, we can think about vaccination, but there are two vaccines. There's a live attenuated vaccine and Shingrix, which is a killed vaccine. If you use the live attenuated vaccine, then actually you'd want to think about stopping the JAK inhibitor temporarily prior to vaccination, and ideally to vaccinate before you start the JAK inhibitor. Ну и потом нужно подумать, конечно, об использовании вакцины, вакцинации. Если вы пользуетесь живой вакциной, это одно дело. Если вы пользуетесь ослабленной, например, вакциной и так далее, то во всяком случае понятно, что мы должны прекратить сначала терапию ингибиторами JAK, и некоторое время затем провести эту вакцинацию. И если живая вакцина,
используется от зостер, то следует ее применять у пациентов только с известным в анамнезе ситуацией по ветряной оспе. И надо понимать, и в случаях, когда они серопозитивны на вирус варицелла зостер. И если в анамнезе ветряная оспа как-то представляется сомнительной или, может быть, данные кажутся вам ненадежными, то рекомендовано проводить тест на антитела к вирусу варицелла зостер. And in terms of venous thrombotic events, I think it's still controversial whether there's a causal relationship between JAK inhibitors, but we should think about the risk factors our patients have: obesity, a prior history of DVT or pulmonary embolus, or periods of surgery or prolonged immobilization. And if need be, we need to either discontinue JAK inhibitor treatment, or if the patient's at very high risk, then they may not be a suitable candidate for a JAK inhibitor. Ну, а в отношении венозной тромбоэмболии какие еще соображения практического порядка? Ингибиторы JAK нужно использовать с большой осторожностью у пациентов, у которых высок риск возникновения тромбоза глубоких вен или легочной эмболии. И все эти события, тромбоза глубоких вен или легочной эмболии, если о них сообщается, соответственно, когда пациент получает терапию ингибиторами JAK, нужно, безусловно, прекратить такую терапию, определить уровень риска для пациентов. Нужно помнить о том, что избыточный вес, например, или, скажем, в анамнезе тромбоз глубоких вен, легочная эмболия уже были, либо пациентам, которым предстоит или проводится какая-то большая хирургическая операция, или, например, очень длительная иммобилизация пациенту предстоит. Нужно все это обязательно учитывать. И если такие клинические характеристики, то есть проявляются даже тромбоза глубоких вен, легочной эмболии, то терапию ингибиторами янус-киназа нужно прекратить, а пациентов немедленно исследовать и после этого проводить адекватную терапию. Может быть, подумать вообще о целесообразности терапии ингибиторами JAK у таких пациентов. And with respect to malignancy, again, the risk of malignancy with JAK inhibitors appears to be low, but we do need to think about those patients who are at high risk and make sure that we use appropriate surveillance and careful consideration of their past history. So in particular, it's advised to look at periodic skin examination. In my clinics, we do this at an annual review once a year if we think they're at increased risk for skin cancers. Ну, что касается злокачественных заболеваний, то практические советы такие, что, конечно, нужно риск и преимущества терапии ингибиторами JAK всегда оценивать и взвешивать и до начала терапии у пациентов, когда мы знаем, что есть злокачественные заболевания. Ну и, соответственно, может быть, кроме успешно пролеченного немеланомного рака кожи, например. И, соответственно, когда мы рассматриваем возможность продолжения терапии ингибиторами JAK у пациентов, у которых развилась злокачественная болезнь, то мы должны рассмотреть весь контекст, все взвесить, и риск все-таки злокачественных заболеваний, включая лимфома, повышается у пациентов с ревматоидным артритом, поэтому нужно все это оценивать очень подробно. So in conclusion, we've looked at the 3 approved JAK inhibitors, tofacitinib, baricitinib, and upadacitinib, and we've seen that these are multi-cytokine inhibitors. Ну что ж, мои выводы, уважаемые коллеги. Мы рассмотрели 3 ингибитора JAK, тофацитиниб, барицитиниб и упадацитиниб. Это ингибиторы многоцитокиновые, одобренные Европейским агентством для лечения ревматоидного артрита. And in Europe, the EULAR recommendations suggest that these drugs can be used after failure of methotrexate, after failure of conventional synthetic DMARDs, or after failure of biologic DMARDs. Рекомендации ЮЛАР 2019 года по ведению пациентов с ревматоидным артритом предлагают использовать ингибиторы JAK после неуспеха метотрексата, традиционных БПВП или биологических БПВП. We've also seen that all the JAK inhibitors can cause an increased risk of herpes zoster, an increased risk of serious infections, respiratory tract infections, as well as high cholesterol.
Ну, мы также видели, я надеюсь, вы тоже со мной все это заметили, что ингибиторы JAK могут вызывать несколько повышенный риск герпес-зостер, тяжелых инфекций, серьезных инфекций, инфекций дыхательных путей, так же как вызывать более повышенный уровень холестерина у некоторых пациентов. But overall, the data is really very favorable, and it suggests that malignancies and MACE events occur at a similar rate to that expected in patients with moderately to severely active rheumatoid. Ну, в целом, надо сказать, что данные очень благоприятные, и они позволяют считать, что злокачественные заболевания и тяжелые, основные нежелательные сердечно-сосудистые события случаются в таком же проценте случаев, как в основном и у пациентов с активным ревматоидным артритом от умеренного до тяжелого, которые получают терапию традиционными БПВП или биологическими БПВП. And we've also seen that rheumatoid arthritis patients are at increased risk of VTE, and that VTE events have been observed in JAK trials. But I still think it's controversial as to whether there's any really causal relationship between JAK inhibition and VTE, and if so, whether it's dose-related. Ну что ж, мы видели, что пациенты с ревматоидным артритом, у них более высокий риск возникновения венозной тромбоэмболии. И эти события венозной тромбоэмболии наблюдались в исследованиях по ингибиторам JAK. Однако причинно-следственной связи именно с ингибицией янус-киназы пока еще не была проведена или не была показана точно. Поэтому просто это надо иметь в виду. И, по крайней мере, с дозировкой тоже не было указано никакой такой связи причинно-следственной. And finally, and most importantly, as when we prescribed any drug at all for rheumatoid treatment, we need to think about the benefit and risk, and we have to make sure that the patient thinks that the likely risk is acceptable in the face of the likely benefit. Ну и самое главное, уважаемые коллеги, когда мы назначаем любой другой препарат для лечения ревматоидного артрита, так и в данном случае необходимо все взвесить и преимущества, пользу и риск, и сделать так, чтобы это все было приемлемо для пациента. И в любом случае, чтобы пациент знал, что если у него могут проявляться какие-то нежелательные явления, что все это оправдывает ту цель, ради которой все это делается. So I'd like to thank you all for your patience in listening, and especially to thank the lovely translator for being so patient with my English. I'm sorry this has taken a long time with the translation, but I'm really grateful to you all for allowing me the opportunity. Большое спасибо вам за внимание, большое спасибо за эту возможность с вами пообщаться и выступить перед вами. Большое спасибо. Не слышно, Евгений Львович. Now you have to turn to the English channel. Спасибо большое за замечательный доклад. Я думаю, что мы все с колоссальным удовольствием узнали очень много нового. И проблема безопасности ингибиторов янус-киназы, ну, если не исчерпана, то, во всяком случае, мы понимаем, что мы сейчас достигли довольно большого прогресса в понимании достоинств и недостатков этого класса препаратов, в том числе в отношении безопасности терапии. У меня, если можно, вопрос, Питер, он касается перспектив применения ингибиторов янус-киназы у пациентов с COVID-19. Поскольку сейчас проводятся соответствующие испытания, ну и в свете именно того, что вы сказали по поводу безопасности. Подавление противовирусного иммунитета, риск цитопении, лимфопении, блокирование естественных киллерных клеток, риск развития венозных тромбозов. Насколько вот это направление вам кажется перспективным, интересным? И я хочу заранее поздравить университет Оксфорда с прекрасным исследованием recovery, посвященным дексаметазону для лечения цитокинного шторма при COVID-19.
Thank you for the question. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что надо рассматривать разные вопросы. Есть вопрос с любой таргетной терапией. Приведет ли это пациента в состояние более высокого риска того, чтобы получить этот вирус? Это самое главное. А те пациенты, которые заражаются данным вирусом, вот эта таргетная терапия поможет ли им, если у них, например, будет очень преувеличенная такой реакция хозяина или цитокиновый шторм? Ну что, в настоящий момент для любой таргетной терапии, кроме блокаторов рецепторов интерлейкина-6, в общем-то, если возникают симптомы COVID-19, все это прекращается. Вот в настоящий момент это главная установка. Ингибиторы JAK на самом деле могут дать пользу если цитокиновый шторм, например, происходит. То есть мы, конечно, должны еще дождаться данных этих. Кроме того, были данные, которые показывают, что на самом деле некоторые из препаратов позволяют, собственно, не дать клеткам эти вирусные клетки как бы забрать в себя, они как бы их отторгают. И, конечно, мы должны будем дождаться результатов клинических исследований, прежде чем мы решим определенно. Однако данные эпидемиологические на самом деле показывают очень обнадеживающие результаты, что пациенты на любой таргетной терапии не показывают более высокого риска. И даже, в общем-то, некоторые из этих видов, может быть, даже терапии будут полезными. Но надо быть очень осторожными. Пожалуй, не надо так сразу бросаться их использовать, конечно. И у некоторых пациентов ситуация может ухудшиться. Мы просто должны пока все взвесить и понять, как именно все это использовать. Спасибо большое. У меня еще один очень маленький, короткий вопрос по поводу терапии глюкокортикоидами на фоне применения ингибиторов янус-киназа. Не надо ли ставить цель обязательно снизить и отменить глюкокортикоиды, поскольку такая комбинация увеличивает риск, в том числе инфекционных осложнений? Отличный вопрос. Мне кажется, да, обязательно нужно попробовать снять со стероидов. По тем же причинам мы знаем за последние несколько лет, что даже 1 миллиграмм преднизолона в день очень увеличивает риск инфекции, особенно у пожилых лиц. Но другой еще аспект здесь есть. Почти все рекомендации предполагают, чтобы мы пользовались так называемыми мостиковыми терапиями. Терапия, бриджинг, стероиды таким мостиком являются. Но ингибиторы JAK так быстро их действие наступает. Нам не нужны никакие мостики в виде стероидов при начале нового вида терапии. Так что я думаю, что будет очень хорошо, если мы будем стараться снижать, конечно, лечение стероидами, как и вы предполагаете. Надо сделать все, чтобы снизить это. И если можно, я прошу прощения, еще один очень короткий вопрос по поводу метотрексата. Не надо ли, если пациент получал высокую дозу метотрексата в пределах 25-30 мг в неделю, и у него недостаточный эффект, и мы назначаем ингибиторы янус-киназы, не надо ли нам стремиться к тому, чтобы оптимизировать дозу метотрексата? Ну, допустим, данные исследования Мюзика говорят о том, что низкая доза метотрексата вполне достаточно при комбинированной терапии с адалилумабом. Нет ли здесь такой же ситуации и не исследовался ли этот вопрос специально? Какова оптимальная доза метотрексата при комбинированной терапии? Еще один замечательный вопрос. Рекомендации Юллера, самые последние, все время говорят, надо добавлять, собственно, ингибиторы JAK к метотрексату. Но мне кажется, еще один момент. Когда можно, когда пациент переносит, надо метотрексат оставлять так же, как наравне с ингибитором JAK. Но я согласен с вами, что можно снизить дозу метотрексата. Если это возможно, это было бы самым лучшим. Но, насколько я знаю, конечно, исследования Мюзика и Кончерто
такого исследования еще пока не было дополнительного проведено. Из моей практики я делаю следующее. Я добавляю ингибитор JAK. Если пациент переносит это все идеально, если потом происходит ремиссия, тогда я снижаю дозу метотрексата точно так же, как вы предложили. Из моего опыта примерно 10-12,5, может, миллиграммов метотрексата. Этого достаточно у пациента. Пациенты хорошо себя чувствуют. Были такие случаи. Спасибо большое. Я полностью удовлетворен. Спасибо вам большое. Еще раз, я думаю, мы все поблагодарим профессора Тейлора. Мы поаплодируем мысленно и мечтаем о том, чтобы еще увидеться и не только заочно, но и очно. Спасибо вам большое за замечательную лекцию. Спасибо большое. Огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо. Теперь я хочу предоставить слово Татьяне Валентиновне. Я думаю, что мы, хотя немножко задержались, но мы настолько хорошую лекцию интересную послушали, что это было для нас всех очень важно. Татьяна Валентиновна, я думаю, что вы себя не ограничиваете, но, может быть, чуть-чуть более компактно, с учетом времени, но, конечно, мы с нетерпением ждем вашу лекцию. Спасибо. Меня слышно? Да. Евгений Львович, Питер Тейлор, уважаемые коллеги, задача моя состоит в том, чтобы более подробно рассказать как раз о вопросах кардиоваскулярной безопасности при использовании ингибитора янус-киназ. Ну, сначала несколько общих слайдов. Хорошо известно, что пациенты с ревматическими заболеваниями, у них на ранней стадии уже наблюдается увеличенная частота коморбидных заболеваний. Прежде всего она связана с сердечно-сосудистыми событиями, и продолжительность жизни у этих больных ниже, чем в общей популяции. Основные причины этих состояний – это традиционные факторы риска, воспаление, которое является основным, и противоревматические препараты, которые мы используем для лечения больных с ревматическими заболеваниями. Возникает вопрос: мы лечим суставы, но хорошо ли это для сердца? И таким образом это остается все-таки нерешенной клинической проблемой до сих пор, несмотря на то, что достаточно много публикаций по этому вопросу. И прогнозирование кардиоваскулярных эффектов представляет таким образом определенные сложности, потому что, с одной стороны, мы снижаем воспаление, а с другой стороны, модифицируем традиционные кардиоваскулярные факторы риска, повышая липиды, увеличивая массу тела и так далее. Поэтому, когда выбираем противоревматические препараты, нам необходимо учитывать их кардиоваскулярную безопасность. И наиболее благоприятный профиль кардиоваскулярной безопасности показан у ингибиторов ФНО-альфа и у метотрексата. Но, тем не менее, треть пациентов никогда не достигают ремиссии, несмотря на применение генно-инженерных биологических препаратов и базисных противовоспалительных. Частота безлекарственной ремиссии не превышает 10-15%, и патогенетически обоснованная терапия многих аутоиммунных ревматических заболеваний разработана недостаточно. И это послужило стимулом для того, чтобы изучить новые подходы к фармакотерапии ревматических заболеваний. И таким образом были за счет того, что имеются механизмы общие цитокинов, янус-киназ, то каждый рецептор цитокинов, если рассмотреть очень коротко, рекрутирует и использует специфическую комбинацию JAK-киназ, что и определяет их участие в дифференцировке и функционировании Т-клеток, и это имеет важное значение в терапевтическом таргетировании JAK при различных заболеваниях. Спектр этих заболеваний достаточно большой, это иммуновоспалительные ревматические заболевания и другие иммуновоспалительные заболевания, не ревматические, но тем не менее все они связаны очень тесно патогенетически с цитокинами, JAK-киназами, и это послужило основанием для создания нового класса препаратов, о которых мы сейчас говорим, которые, в общем-то, ингибируют эффекты широкого спектра цитокинов, которые связываются с сигнальным путем СТАТ и участвуют в генезе иммуновоспалительных ревматических заболеваний. Это ингибиторы янус-киназа. На сегодняшний день уже зарегистрировано 3 препарата: тофоцетиниб, барицетиниб и упадоцетиниб. Другие ингибиторы находятся на разных стадиях, фазах исследования.
И когда мы оцениваем тот или иной препарат, конечно же, мы оцениваем его эффективность, безопасность и переносимость. И к критериям безопасности относятся это развитие серьезных сердечно-сосудистых событий, тромбоэмболических осложнений, малигнизации, серьезных инфекций и летальность, о которой говорил Питер Тейлор. Поэтому настоящее сообщение будет посвящено кардиоваскулярной безопасности ингибиторов янус-киназ. Когда мы оцениваем кардиоваскулярную безопасность, мы обязательно, не обязательно, но по крайней мере методически оцениваем влияние этих препаратов на традиционные кардиоваскулярные факторы риска, ранние проявления, субклинические поражения сердечно-сосудистой системы и исходы. И хорошо известно, если когда мы оцениваем препараты на липидный спектр крови, то хорошо известно, что происходит изменение липидного спектра крови как на фоне воспаления, которое ассоциируется со снижением уровня липидов, так и на фоне уже лечения противоревматическими препаратами. Когда мы применяем противоревматические препараты, то воспаление снижается, но тем не менее наблюдается увеличение уровней липидов холестерина, холестерина ЛНП и холестерина ЛВП. И практически у всех препаратов, генно-инженерных биологических препаратов, и в том числе ингибиторов янус-киназ, наблюдается повышение как раз спектра липидов и липопротеидов, как атерогенных, так и антиатерогенных. Было показано, что на фоне тоцилизумаба, тофоцетиниба в различной дозировке мы наблюдаем значительное увеличение уровня холестерина ЛНП. Почему холестерина ЛНП? Потому что холестерин ЛНП как раз не общий холестерин, а именно ЛНП является тем атерогенным липидом, который имеет различные качественные структуры, мелкие плотные частицы, которые легко поглощаются макрофагами, окисляется, модифицируется и является очень атерогенным. Поэтому, когда мы учитываем кардиоваскулярный риск у пациентов с ревматическим заболеванием, мы достигаем целевых уровней не холестерина, не триглицеридов, а именно холестерина липопротеидов низкой плотности. И обращаясь к тем исследованиям, которые посвящены этому вопросу, то вот были проведены большие метаанализы, здесь представлены 6 рандомизированных клинических исследований, которые включали большое количество пациентов, как раз по влиянию барицетиниба на уровни холестерина ЛНП и холестерина ЛВП. Было показано, что лечение барицетинибом значительно увеличивает концентрацию холестерина ЛНП и ЛВП у пациентов по сравнению с плацебо и на 12, и на 12, и на 24, и на 52 неделе. Это увеличение было ассоциировано с дозой препарата, но не с продолжительностью лечения. Это вы можете наблюдать на слайдах справа. Но в то же время различий в риске сердечно-сосудистых заболеваний между группой барицетинибом и плацебо в течение 52 недель не наблюдалось. Еще одно исследование о влиянии биологических агентов и тофоцетиниба на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и их исход. Большой обзор систематический. Здесь тоже было также показано, что на фоне лечения тофоцетинибом уровни ЦРБ снижаются, при этом повышаются уровни холестерина ЛВП и ЛНП триглицеридов, индекс атерогенности не изменяется и уровень артериального давления тоже не меняется. Если мы сравниваем дислипидемию при использовании тофоцетиниба и ингибиторов ФНО-альфа, то обсуждаются вопросы, которые, вот, например, при дислипидемии на фоне применения ингибиторов ФНО-альфа, дислипидемия доприходящая. Повышение же уровня холестерина ЛНП и ЛВП, которые индуцированы ингибитором янус-киназ, то эти изменения сохраняются в течение длительного периода, может быть, даже и всего лечения. Поэтому подавление воспаления частично... Не это мне, извините. Поэтому подавление воспаления не совсем как бы
отражает те механизмы, которые связаны с ингибиторами янус-киназ на холестерин ЛНП и ЛВП. Поэтому обсуждаются различные механизмы противоревматических препаратов и разное их влияние именно на характер изменений липидного спектра крови. И поэтому возникает вопрос, участвует ли сигнальный путь JAK в метаболизме холестерина. И в последнее время уделяется большое внимание частице ЛВП, которые под влиянием воспаления из антивоспалительной превращается в провоспалительную, при этом меняется ее качественный состав, то есть под действием сывороточного амилоидного белка А фосфолипазы частицы преобладают как раз провоспалительные свойства, которые, возможно, и не выполняют те функции антиатерогенные, которые им свойственны. Было показано, что тофуцетиниб повышает активность фермента лецитин-холестерин-ацетилтрансферазы и снижает уровни амилоидного белка А. И это указывает на то, что как раз JAK-киназы, зависимого механизма JAK-киназ участвуют как раз в модификации структуры функции липидов и прежде всего частиц липопротеидов высокой плотности. В настоящее время причинно-следственная связь между липидным спектром крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями не установлена. Остаются вопросы, которые требуют именно оценки этой взаимосвязи между липидным спектром крови и риском сердечно-сосудистых заболеваний именно при лечении ингибиторов янус-киназ. И возникают вопросы, увеличивается ли риск сердечно-сосудистых осложнений при повышении уровня холестерина ЛНП и снижается ли этот риск при повышении уровня холестерина ЛВП. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний зависит не только от концентрации и уровня этих липидов и липопротеидов, но и от состава липопротеидов, о которых я говорила, что, к сожалению, не анализируется в повседневной клинической практике, поэтому эти вопросы остаются как бы на откуп научным исследованиям. Повышение уровня липидов, изменение уровня липидов и частоты сердечно-сосудистых событий были проанализированы на фоне терапии тофуцетинибов у пациентов с псориатическим артритом. Это объединенный анализ третьей и продленной фазы клинических исследований, где было показано повышение уровня липидов в сыворотке крови через 3 месяца после лечения тофуцетинибов. Эти данные согласуются с данными, полученными при ревматоидном артритом, и уровень заболеваемости при этом, уровень, который был связан с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями, артериальной гипертензиями, был низким. В связи с тем, что янус-киназы влияют на липидный спектр крови, обсуждаются вопросы, связанные с влиянием статинов на эффективность ингибиторов янус-киназ и коррекцией нарушений липидного профиля крови статинами на фоне терапии ингибиторами янус-киназами. Вот в одной из работ было показано, что при комбинированной терапии аторвастатина с тофуцетинибом уровни не снижаются, уровни холестерина ЛНП снижаются, а комбинация аторвастатина и тофуцетиниба не влияет на эффективность тофуцетиниба. В работе 2016 года, посвященной сердечно-сосудистой безопасности у пациентов с ревматоидным артритом, которые получали тофуцетиниб, было показано, что топ-препарат ассоциируется с низким сердечно-сосудистым риском, и это показано на этих следующих слайдах, которые я привожу. Так, частота развития основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при применении тофуцетиниба как в третьей, так и в продленной фазе была сопоставима с таковой в группе плацебо и аделимумаба. Такие же данные получены по поводу нефатального инсульта и хронической сердечной недостаточности.
В дальнейшем эта же группа авторов проанализировали факторы риска событий сердечно-сосудистых заболеваний как в продленной, так и в третьей фазе исследования на фоне приема тофоцетиниба у пациента с ревматоидным артритом. В это исследование было включено 6 объединенных третьей фазы и 2 клинических пролонгированных 7-летних исследований пациентов с ревматоидным артритом, которые получали 1 или более дозы тофоцетиниба. И в этих исследованиях была проанализирована связь исходов, связь этих событий с исходными факторами риска и временем до первого неблагоприятного сердечно-сосудистого события, а также изменениями этих факторов риска после 24 недель лечения тофоцетиниба и временем до будущего сердечно-сосудистого осложнения. И вот что оказалось, что в однофакторном анализе, это слева представлен рисунок, исходно кардиоваскулярными рисками были традиционные факторы риска: пожилой возраст, высокий индекс массы тела, увеличение артериального давления как на момент обследования, так и в анамнезе, сахарный диабет в анамнезе, а также повышение уровней триглицеридов, белков Б, высокое соотношение индекса атерогенности, и все эти исходные кардиоваскулярные факторы риска были связаны с развитием сердечно-сосудистых осложнений. Затем провели многофакторный анализ, и возраст, наличие артериальной гипертензии в анамнезе и также индекс атерогенности продолжали ассоциироваться с повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений, но после 24 недель лечения тофоцетинибом повышение уровня холестерина ЛНП, но не увеличение концентрации холестерина ЛНП или общего холестерина были связаны с более низким риском развития ССО в будущем. Для того, чтобы уже частично Питер Тейлор рассказал о проблеме тромбозов у пациентов с ревматоидным артрите, я коротко еще остановлюсь на этой актуальности этой проблемы. Было показано, что в эпид-исследованиях риск тромбоэмболических осложнений в 1,5–6 раз выше, чем у пациентов без ревматических заболеваний. Заболеваемость этих осложнений, которые требуют госпитализации, в 2,5 раза выше, чем у пациентов без ревматических заболеваний. И в последнее время проблемы тромбозов у пациентов с ревматоидным артритом на фоне применения ингибиторов янус-киназ и в настоящее время, как мы уже слышали и знаем эту литературу, остается в фокусе внимания различных исследований, и особенно это значение придается в промежуточных результатах исследования. Если обсуждать механизмы этого тромбообразования, не ясны, но тем не менее обсуждается ключевая роль JAK2 киназа в сигнализации гематологических цитокинов, то есть выработки тромбопоэтина и эритропоэтина. И поэтому возникает вопрос: ингибирование активности JAK киназ приводит ли к повышению тромбообразования? Обсуждаются вопросы влияния, то есть участия селективности или неселективных препаратов в этом процессе. Вот было показано, что барицетиниб обладает большей селективностью в отношении янус-киназа второго типа. Барицетиниб повышает количество тромбоцитов, но в дальнейшем, когда проходили исследования более длительные, было показано, что повышение тромбоцитов на фоне барицетиниба было временным, и в дальнейшем уже повышение этого не наблюдалось. Поэтому все вопросы, которые связаны с возможные механизмы, которые связаны с тромбоэмболическими осложнениями у пациентов с ревматическими заболеваниями, они, конечно, требуют дальнейшего наблюдения. Необходимо более подробно остановиться вот на этих вопросах. Например, в статье Скотта было показано, что уровень заболеваемости для тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии количественно был выше на фоне барицетиниба 4 мг, чем в
плацебо, но когда объединили этих пациентов, которые получали 4 мг и 2 мг, то в долгосрочном расширенном исследовании этот уровень заболеваемости по тромбозам не отличался от плацебо. И необходимо ответить, что все те пациенты, у которых эти осложнения развивались, они имели множественные факторы риска: легочный фиброз, хроническая обструктивная болезнь легких, варикозное расширение вен голени. Сердечно-сосудистая безопасность при лечении барицитиниба при ревматоидном артритом, тоже большое исследование, проанализировано около 3500 пациентов, которое составило 7860 пациентов лет. Это как раз работа Питера Тейлора, на которой мне хотелось бы более подробно остановиться, в которой было показано, что значительные неблагоприятные сердечно-сосудистые события как в плацебо, так и при использовании барицитиниба 4 мг на 100 пациентов лет не отличались, то есть они были сопоставимы. Такие же данные были показаны в отношении артериальных тромбозов, застойной сердечной недостаточности, но тем не менее у 6 пациентов из 997 развились тромбозы глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. У всех этих пациентов наблюдались факторы риска развития тромбоэмболических осложнений, но развитие этих осложнений не зависело от дозы барицитиниба 2 мг и 4 мг, и уровень заболеваемости был невысокий, составил 0,5 и 0,6, был стабильным в течение всего периода наблюдения. Совсем недавно была опубликована статья о влиянии ингибиторов янус-киназ на риск сердечно-сосудистых осложнений у больных с ревматоидным артритом. Это и метаанализ, и обзор. Здесь включены в исследование 26 рандомизированных клинических исследований и сравнили риск сердечно-сосудистых осложнений всех зарегистрированных или завершающих клинические испытания ингибиторы янус-киназ. И было показано, что для всех препаратов, включая барицитиниб, не выявлено каких-либо достоверных различий в отношении риска сердечно-сосудистых осложнений и тромбоэмболических осложнений по сравнению с контролем. Доза зависимого влияния ингибиторов янус-киназ на риск этих осложнений также не наблюдалось у тофацитиниба при сравнении 5 мг и 10, и у подоциниба 15 мг и 30 мг. И в то же время было показано, что риск всех сердечно-сосудистых осложнений на фоне лечения барицитинибом 4 мг был выше, чем барицитиниба 2 мг. Но, как уже сказал Питер Тейлор, при дальнейшем наблюдении, тем не менее, этой тенденции не было прослежено. Теперь результаты по частоте осложнений сердечно-сосудистых и тромбоэмболических по результатам других исследований и данных регистров. Опубликовано недавно такой же большой обзор и метаанализ клинических исследований, где включено было 29 работ. И было показано, что кратковременное применение тофацитиниба не повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений и летальности от всех причин. Причем прием 10 мг тофацитиниба 2 раза в день связан был с уменьшением частоты сердечно-сосудистых осложнений, но в то же время тромбоэмболические осложнения чаще развивались при использовании тофацитиниба в дозе 10 мг 2 раза в день по сравнению с ежедневной дозой 5 мг 2 раза в день. Это данные регистра Корона, который показывал Питер Тейлор. Я очень коротко также на них остановлюсь. Частота этих осложнений сердечно-сосудистых, застойной сердечной недостаточности при
при использовании тофацетиниба была низкой и сопоставима с таковой при использовании других противоревматических препаратов. То же самое наблюдалось и по частоте артериальной гипертензии, легочной эмболии и проведения реваскуляризации сосудов сердца. Также при использовании тофацетиниба эта частота была низкой и тоже была сопоставима с использованием других противоревматических препаратов. Здесь представлены интегрированные данные по длительной безопасности тофацетиниба. Это результаты программ клинических исследований, где было показано, что частота развития тромбоэмболий легочной артерии была стабильно низкой в течение более 9 лет наблюдения. Далее представлены интегрированные данные по безопасности тофацетиниба. Это клинические показатели безопасности. Окончание этого исследования было в марте 2017 года, где было показано, что частота больших неблагоприятных событий была низкая, как при использовании тофацетиниба 5 мг и 10 мг, и низкая частота была в отношении тромбоза глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболии легочной артерии. Что касается барицетиниба, то в исследовании как плацебо-контролированных, так и в дополнительных исследованиях также были показана низкая частота больших сердечно-сосудистых осложнений на фоне применения барицетиниба как 2 мг, так и 4 мг. Такие же данные, похоже, в общем-то, представлены и по препарату уподоцетинип. И здесь представлено не сравнение частоты сердечно-сосудистых событий на фоне этих препаратов, а просто здесь суммированные данные конкретно по препаратам тофацетинибу, барицетинибу и уподоцетинибу. Как видите, здесь частота тоже была невысокая. Результаты метаанализа 82 исследований по безопасности ингибиторов янус-киназ у пациентов с различными иммуновоспалительными заболеваниями, это данные 2020 года, показывают, что также невысока частота значимых сердечно-сосудистых событий, тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочных артерий пациентов, которые получают тофацетинип, барицетинип и уподоцетинип. В настоящий момент идет, мне хотелось бы представить текущий статус исследований. В настоящее время продолжается исследование. Это исследование сравнительной безопасности тофацетиниба у пациентов с активным ревматоидным артритом по сравнению с группой пациентов, которые получают ингибиторы ФНО-альфа. Какая же популяция пациентов здесь обследуется? Это пациенты с ревматоидным артритом более 50 лет, пациенты, которые имеют отягощенность сердечно-сосудистой анамнез, которые имеют хотя бы один или более факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, метотрексат-резистентные пациенты. Дизайн исследования – это рандомизированные открытые исследования. Планируется включить около 4000 пациентов, длительность наблюдения 5 лет, и это исследование продолжается в настоящее время. Пациенты получают 3 группы пациентов: пациента, получающие тофацетинип 5 мг 2 раза в день, 10 мг 2 раза в день, и пациенты, которые получают ингибиторы ФНО-альфа. Первичными точками является развитие сердечных сердечно-сосудистых событий, это смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, нарушение мозгового кровообращения, нефатальный инфаркт миокарда и инсульт. И вот в предварительных результатах было показано, эти исследования еще продолжаются, финальные результаты могут быть и другими, и было показано, все-таки наблюдается более высокая частота тромбоэмболических осложнений, летальности вследствие сердечно-сосудистых причин и общей летальности у пациентов, которые получают тофацетинип в дозе 10 мг 2 раза в день.
Сейчас большое внимание уделяется безопасности барицетиниба в отношении кардиоваскулярных проблем. И также сейчас стартовало исследование в феврале 2020 года, где сравнивают безопасность барицетиниба 2 мг и 4 мг с ингибиторами ФНО-альфа. Завершение этого исследования планируется в 2004 году. Тоже большое количество пациентов будет в него включено. И пациенты, которые будут включаться, это пациенты с ревматоидным артритом 60 лет и больше, которые имеют повышенный индекс массы тела и имеют тромбоэмболические осложнения в анамнезе. Далее представлю несколько интересных работ, которые были представлены на EULAR, где было показано увеличение частоты развития венозных тромбоэмболических осложнений, которые наблюдались на фоне приема употоцетиниба, оно было не связано с длительностью его приема, а в группы риска, которые, в общем-то, имели эти осложнения, это были пациенты с тромбозами в анамнезе или с повышенным индексом массы тела. Еще одно исследование, где было показано частота, где оценивался профиль безопасности у больных с ревматоидным артритом, которые получали барицетиниб в течение длительного времени. Это интегрированный обновленный анализ безопасности. Было показано, что частота тромбозов глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии не увеличилась на протяжении всего периода приема барицетиниба. Еще одно исследование, результаты ретроспективного когортного исследования, период наблюдения с сентября 2017 до января 2020 года. И также было показано, что не было ни одного серьезного сердечно-сосудистого события, тромбозов или тромбоэмболии легочной артерии в группе пациентов, которые получали тофацетинип и барицетинип. И по последним рекомендациям EULAR, которые были представлены различные виды терапии у больных с ревматоидным артритом, и по рекомендациям Европейского агентства лекарственных препаратов были обозначены те факторы риска, которые могут быть, и те нежелательные состояния, которые нужно учитывать при назначении ингибиторов янус-киназ. На фоне терапии ингибиторами янус-киназ те тромбоэмболические осложнения, которые, в общем-то, развивались, они все имели факторы риска, которые были определены. Прежде всего, это пожилой возраст, это наличие этих осложнений в анамнезе, злокачественное новообразование, повышенный индекс массы тела, прием оральных контрацептивов и гормональной заместительной терапии и длительная иммобилизация. Это вот как раз те пациенты, которым нужно будет в дальнейшем при назначении этих препаратов назначать их, в общем-то, использовать очень аккуратно. Опять-таки, это имеется не абсолютные, а относительные показания, поэтому нужно взвешивать риск и пользу. И в заключение очень коротко. Кардиоваскулярные осложнения на фоне лечения ингибиторов янус-киназ развиваются редко. Тромбоэмболические осложнения коррелируют с высокими дозами ингибиторов янус-киназ, но тем не менее это требует еще дальнейшего уточнения и исследования. И при лечении ингибиторов янус-киназ наблюдается изменение липидного спектра крови, который, возможно, не обладает атерогенной и активности, и его уровни хорошо контролируются статинами. И, тем не менее, для уточнения кардиоваскулярной безопасности при использовании этого класса препарата необходимы дальнейшие длительные наблюдения. Благодарю за внимание. Очень торопилась. Татьяна Валентиновна, спасибо большое. У вас была очень трудная задача. Да. Вы блестяще с ней справились, поскольку профессор Тейлор рассмотрел в общем контексте проблемы безопасности, но вот то, что вы представили, это абсолютно новые данные, и они во многом проливают свет на перспективы дальнейших исследований. Если можно, я задам такой, может быть, вопрос, и, точнее, даже, может быть, не столько вопрос, сколько комментарий. Вот мы с вами неоднократно уже обсуждали, и вообще с коллегами, что есть такая маленькая все-таки
здесь такая диссоциация, с одной стороны, между вот исследованиями, которые касаются применения нестероидных противовоспалительных препаратов и кардиоваскулярным риском, и, допустим, ингибиторов янус-киназа и кардиоваскулярным риском. Я понимаю, что когда говорят о кардиоваскулярном риске на фоне применения нестероидных противовоспалительных препаратов, все-таки имеют в большей степени в виду остеоартрит. Ну, поскольку все-таки эта популяция часто включается, и там большие когорты. Вот. А что касается применения нестероидных противовоспалительных препаратов при ревматоидном артрите и кардиоваскулярном риске, ну, вы сами знаете, там данные противоречивы, есть данные даже по поводу снижения кардиоваскулярного риска. Ну, в любом случае, конечно, хотелось бы в будущем лучше все-таки понять вот этот аспект, связанный с тем, а что происходит у тех пациентов, которые имеют кардиоваскулярный риск, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты и применяют ингибиторы янус-киназа. Это в равной степени, мне кажется, касается и проблемы венозных тромбозов. Вот как-то пока, мне кажется, нет таких данных, которые бы, где делалась бы попытка все-таки, ну, по крайней мере, в качестве сопутствующего фактора, который может вносить определенный, ну, вот, дисбаланс вот в эту общую оценку. Поэтому я думаю, что вот здесь еще некоторые вопросы, они остаются открытыми. Ну и, конечно, вот эта проблема, я думаю, что та, как раз, которую вы занимаетесь в вашем отделе, которая касается, ну, тяжелых пациентов совместно с кардиоцентром, с тяжелым, допустим, поражением коронарных артерий по данным ангиографии. Потому что, опять же, здесь мы имеем данные в целом по всей популяции. И действительно, мне кажется, что не ингибитор интерлейкина-6, о чем вы докладывали неоднократно, ингибиторы янус-киназа в целом, ну, не очень сильно повышают этот риск. Но все-таки, конечно, было бы интересно, может быть, более детально изучить тех пациентов, у которых все-таки развиваются эти события. И вот насколько здесь именно тяжесть пациента. Потому что, ну вот, допустим, в наших рекомендациях по НПВП, вы это прекрасно знаете. Меня слышно? Меня слышно, дорогие коллеги? Все в порядке. Слышно, отлично. Да. Там же ведь и вводится такая, ну, скажем, рекомендация о том, что у пациентов, у которых очень высокий кардиоваскулярный риск, у них вообще как бы противопоказано применение НПВП. Я вовсе не хочу здесь сопоставлять вот эти данные с какими-то рекомендациями по применению ингибиторов янус-киназы, но все-таки, наверное, мы должны как-то дальше детализировать ту группу, кому, ну, скажем так, если не противопоказано, то кому надо давать с осторожностью. Частично вы об этом уже сказали, и это рассмотрено как раз в рекомендациях ЕУЛАР по поводу того, какие, там, скажем, есть группы высокого риска, об этом профессор Тейлор говорил, ну, скажем так, венозных тромбозов, и он осторожно сказал о том, что, ну, может быть, вот у этих пациентов как бы нежелательно назначать ингибиторы янус-киназа. Но я думаю, что здесь надо, конечно, здесь вот в этом направлении дальнейшие исследования. Ну и самое последнее, тоже очень коротко, это вот эти результаты по поводу высоких доз тофостениба. Ну, действительно, дозависимые эффекты тофостениба, они существуют. Как, кстати говоря, если вы помните, а вы наверняка помните, в свое время, когда изучали циликоксиб, то как раз было показано, что кардиоваскулярный риск нарастает именно на фоне 800 миллиграмм, то есть именно очень высоких доз, которые давали в связи со профилактикой развития колоректального рака. То есть то, что мы очень редко применяем в нашей клинической практике. Поэтому здесь надо, наверное, нам как-то пропагандировать вот эту идею о том, что нельзя превышать максимально допустимые дозы, а, видимо, вот эта доза для тофостениба, она, кстати, не применяется при ревматоидном артрите, но она эффективна при псориатическом артрите. Ну вот здесь, наверное, там нам надо как-то, надо будет наши рекомендации, Татьяна Валентиновна, как-то, ну вот, может быть, уточнить. Именно подчеркнув, что вот эти вот дозависимые эффекты, они касаются и нестероидных противовоспалительных препаратов, они касаются ингибиторов янус-киназа. Да, Евгений Ильич, ну, если можно, я тоже немножко прокомментирую, немножко тут звук пропадал и по поводу янус-киназ.
новый класс как бы проблем, которые по кардиоваскулярной безопасности образовался, это как раз вот эти тромбоэмболические нарушения. И, конечно, вот сейчас мы, в общем-то, должны для того, чтобы понимать механизмы этих нарушений, нужно это все изучать. Поэтому, видите, обсуждаются тромбоцитозы и селективность препаратов. И я думаю, что существует еще масса других, да не масса, они просто существуют, мы просто о них не знаем. И, наверное, это, в общем-то, определенный пласт, который нужно будет сейчас нам уточнять. Вот. Ну, не всяких сомнений. Во всяком случае, мы можем сейчас с учетом вот этих рекомендаций и УЛАР, и наших российских о том, что ингибиторы янус-киназы могут быть препаратами первого ряда после неэффективности метотрексата. Мне кажется, вот эти данные, которые представил профессор Тейлор, которые представили его именно по безопасности, они чрезвычайно важны. Потому что эффективность действительно этих препаратов доказана, но поскольку опыт... Я сейчас говорю для наших коллег, кто слушает нас, просто еще раз подчеркиваю, для того, чтобы эти рекомендации действительно могли быть использованы в клинической практике, нам не хватало данных не столько по эффективности, сколько по безопасности. И, наконец, эти данные, благодаря вот этим расширенным исследованиям, благодаря регистрам, регистры сейчас в первую очередь это по применению тофостениба, еще по применению других ингибиторов янус-киназы в реальной практике мало данных, но тем не менее мы можем сейчас экстраполировать вот эти данные по безопасности на весь класс ингибиторов янус-киназ. Поэтому я думаю, что у нас сегодня очень важный был день, и мы с большей уверенностью, я думаю, будем теперь назначать ингибиторы янус-киназы. Особенно в связи с пандемией COVID и необходимости обеспечить пациентов лечением по возможности без необходимости визитов в медицинские учреждения, да? То есть здесь в этом отношении таблетированные формы, они имеют определенные преимущества. Я надеюсь на то, что у нас будут накапливаться собственные данные по регистрам. Частично данные по тофостенибу у нас уже есть, по применению тофостениба в реальной клинической практике. Насколько я знаю, каких-то сигналов в наших исследованиях по поводу нарастания частоты нежелательных реакций, выраженных, по-моему, там не было. Будем дальше наблюдать, смотреть. Значит, я не знаю, есть ли вопросы. Татьяна Валентиновна, может быть, к вам поступили какие-то вопросы? Я пока ничего не вижу по вопросам. Дорогие друзья, я тогда хочу, профессора Тейлора я уже поблагодарил. Татьяна Валентиновна, вас от всего сердца благодарю. Новый абсолютно доклад. Я в восхищении. Мне кажется, это очень хороший, замечательный доклад на уровне мировых стандартов, который посвящен проблеме кардиоваскулярной безопасности. Она для нас является, конечно, чрезвычайно актуальной, и потому что это проблема, которой больше 30 лет занимается институт, и в целом она находится в центре внимания всей ревматологической общественности. Я хочу всех от всего сердца поблагодарить. У нас еще 16 июня будет, мне кажется, крайне важный, интересный вебинар с профессором Флейшманом. Хочу поблагодарить компанию Pfizer, хочу поблагодарить компанию Медиар, хочу поблагодарить наших коллег, которые, как всегда, блестяще организовали трансляцию. Она шла в YouTube. Скоро мы узнаем, какое количество было посещений. Я думаю, что количество посещений нарастает по поводу наших этих встреч. И благодарю всех. До следующих встреч. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо.